Всем привет! Это Таро-прогноз для знака зодиака Рак на январь 2024 года. Что ждет раков во всех сферах жизни? Мы посмотрим эту информацию на двух колодах карт или на двух оракулов. Первый — это Мунолоджи, и основной — это лучезарное солнце. Итак, я астролог и таролог Татьяна Мин. Я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Что ждет раков в январе 2024 года? Первая карта. Достижения. И это очень благоприятная карта здесь, потому что будет идти тема Козерога, сезон Козерога, который перейдет в сезон Водолея. И для вас, раки, это, конечно, что-то новенькое, даже не новенькое, а, как бы сказать, укрепление отношений с вашим партнером по браку, с вашим любимым человеком, а также со всеми, с кем вы имеете какие-то общие дела, бизнес, любые дела. Это могут быть ваши родители, братья, сестры, все, кто близок к вам и конкретно вот с вами находится. И здесь вы можете достичь чего-то большего, наконец-то, да, может быть, вы совместно что-то будете делать, чем-то заниматься. Конечно, это может означать предложение руки, сердца, переезд совместно в единое жилье, покупка какой-то недвижимости. Может быть, не вы, а ваш партнер достигнет каких-то результатов по работе, по своему делу, и это тоже повлияет, естественно, на вашу семью, на ваши взаимоотношения. Но мы сейчас еще будем открывать другие карты, чтобы посмотреть все. Карта здоровья выходит в секторе финансов, поэтому, скорее всего, многие раки будут тратить деньги на свое здоровье, на какие-то витамины, БАДы. Может быть, кто-то едет в санаторий, либо массаж, либо вот такие процедуры, которые поддерживают ваше здоровье. Здесь на картах мы видим процедуру, взятую из египетских фресок, видимо, да, или из египетской истории. И солнце в Деве, то есть это предупреждение каких-то болезней, может быть, обследование, может быть, какое-то правильное питание, может быть, вы навсегда откажетесь от каких-то вредных продуктов и полностью перейдете на новое питание, потому что 2-8 сектор — это еще может быть об этом говорить. Но, в общем-то, хорошая карта. Я думаю, что у вас будут деньги и поддержка, опять же, вашего партнера, да, и партнер может даже вкладывать деньги в ваше здоровье. Может быть, вы решите на какое-то время уйти с работы или вообще не работать, а заняться только собой, своим излечением себя как духовно, так и физически. Но у некоторых, конечно, раков это может быть и работа в сфере здоровья, медицины, каких-то санаториев, ретритов, все, что связано со здоровым образом жизни, и ментальным в том числе, и физическим. Карта очень интересная. Здесь у нас Сатурн в Водолее и такое существо, которое имеет разный вид тут и от женщины, и от каких-то разных животных, да, то есть это вот что-то такое, какие-то коллаборации, что-то необычное ждет вас в общении с другими людьми. Но также знак Водолея может еще здесь означать, что вы будете много общаться в интернете, в каких-то социальных сетях, может быть, даже осваивать какие-то социальные сети, такие как сейчас, когда вот эта социальная сеть очень популярна, когда вы можете сделать своего двойника, и за вас будет говорить ваше изображение. Забыла, как она называется, эта сеть. Ну, в общем, все, что связано с интернетом, с новыми технологиями. Может быть, вы будете творчеством каким-то заниматься. Этот сектор связан с руками, с изучением какой-то новой информации, навыками. Поэтому, может быть, здесь что-то вы будете создавать. Очень много творческой энергии, необычной. Здесь вам нужно
Не бояться общаться с теми, кто не похож на вас, может быть, представитель другой культуры, национальности, может быть, каких-то других меньшинств. И, возможно, в ваш круг общения войдут такие люди, либо вы будете не бояться высказывать свою точку зрения. Кстати, не все могут ее принимать, потому что здесь все-таки Сатурн. Но, тем не менее, это какая-то что-то новое в вашем общении, как с другими людьми, и вам, возможно, захочется чего-то необычного. На вас, раки, может быть, это не совсем похоже, да, потому что вы более традиционный, консервативный знак, но тем не менее, здесь карта у нас Марса в Тельце, таких воинов, и, скорее всего, здесь у вас будут какие-то выяснения отношений. Может быть, ситуация накалилась относительно вашей работы, и также и места жительства. Может быть, вы будете выяснять вопросы, связанные с недвижимостью, передел собственности, передел ваших сфер влияния. Здесь может быть такая ситуация, которая накапливалась в течение какого-то времени. И вот в январе сейчас вы поймете, что нужно выяснить отношения с вашим начальником, с вашими родственниками. И здесь может быть такая вспыльчивая даже какая-то ситуация, когда вы разойдетесь, вы будете много говорить чего-то, ну, выяснять, в общем, отношения, либо ну, решите вот какую-то ситуацию. Здесь очень на это похоже, потому что Марс в Тельце– это энергия Марса неторопливая, но если он начнет какое-то дело, то вы будете очень серьезно настроены. Может быть, это, конечно, ваш новый проект на работе, может быть, это вообще подготовка к чему-то. Если это с работой не связано, здесь вот, да, я вижу здесь 1-10 сектор или 7-10 сектор, это может быть реально прорыв к достижению каких-то ваших целей серьезных. Может быть, вы вместе с вашими партнерами по работе продвигаетесь, даже несмотря на какие-то споры, разногласия, вы все равно идете вперед, достигая чего-то. Либо, если это не связано с работой, может быть, это покупка новой недвижимости, какой-то переезд или предъявление прав на что-то, да, вот тут тоже такое может быть. 5-11 сектор ваших детей, если они у вас есть, да, либо какой-то социальной жизни. И здесь Сатурн во Льве. Знак Льва– это вообще, конечно, дети. И Лев отвечает вот как раз за этот 5-11 сектор. И здесь это благоприятная карта, потому что Сатурн во Льве– это какое-то уважение, это когда человек стоит на пьедестале, и другие люди, в общем-то, смотрят, следуют за ним. Поэтому здесь, скорее всего, у многих раков, опять же, да, вот здесь у нас уже были похожие карты, и я думаю, что у вас будет активная социальная жизнь, либо с какой-то группой людей вы будете общаться, либо у вас есть какие-то люди, с которыми вы будете много взаимодействовать, и вы будете как лидер в какой-то ситуации прислушиваться, либо это один из ваших друзей, каких-то единомышленников, за которым вы пойдете. То есть это следование какой-то идеи. Может быть, кто-то подскажет вам дальнейший путь, дальнейшие мечты. Может быть, здесь кто-то занимается чем-то таким, где нужно объединяться в группы, в коллективе, в составе чего-то, например, да, это может быть и какой-то ретрит, да, допустим, здесь у нас была уже карта исцеления, либо какие-то другие соревновательные, может быть, даже моменты, либо просто вот когда вы следуете за какой-то мечтой, идеей, может быть, это будет связано и с вашим ребенком в том числе. Здесь также ваши дети тоже могут взрослеть, может получать какое-то уважение со стороны других детей или в коллективе. Они тоже могут получать какую-то основную идею, которую будут следовать. Может быть, у них появится новое хобби, перейдут в какой-то новый класс, новый учитель, который будет им особо нравиться, и они прямо будут очень увлекаться вот какими-то новыми идеями. Здесь прекрасная, очень благоприятная карта в 6-12 секторе Дева Рыбы, да, или 6-12 дом наших повседневных обязанностей и тайн, каких-то подсознательных моментов. И здесь выходит
Юпитер в рыбах. В общем-то, это положение очень сильное для Юпитера. Поэтому, опять же, я могу сказать, что многие раки займутся как-то своим здоровьем. И вообще у вас вот будет такая база ментальная очень сильная в январе. А это очень важно, да, потому что любые дела, которые вы начинаете, все равно необходимо совершать на, во-первых, ну, холодную голову, как говорится, а еще с такими вот, ну, внутренне вы должны быть очень гармоничной личностью, чтобы ваши дела всегда проходили без проблем. Я считаю вообще, что все люди, у которых какие-то проблемы постоянно возникают, это говорит о том, что у них нету стабильности в мыслях, да, нету покоя, какого-то внутренней гармонии. И здесь вот по этой карте как раз у вас есть и покой, и гармония, и здоровье, и ментально, и физически вы как-то согласуете все свои желания, действия. Поэтому прекрасная карта. Здесь она может означать также и благотворительность, и помощь другим людям, и опять же какие-то духовные практики. Может быть, конечно, это какие-то и тайные даже у кого-то из раков отношения. Давайте дополним эту карту еще одной картой, потому что здесь все-таки есть знак сердца, да, любовной какой-то жизни. Да, здесь у некоторых раков, не у всех, конечно, могут быть тайные отношения, причем это может быть мужчина, ну здесь два мужчины изображены, поэтому, скорее всего, это больше для женщин. Мужчина может быть и с другой стороны, здесь Марс в Стрельце, другой религии. Либо вы как-то откроете для себя какие-то новые религиозные, философские идеи, но это уже на таком более высоком уровне. А на бытовом уровне, да, это может быть знакомство, общение с человеком, либо с другой стороны, либо на службе, может быть, когда вы пользуетесь какой-то консультацией медицинской, юридической, либо когда вы сервис какой-то вам оказывают, или вы оказываете кому-то сервис, да, вот вы можете с кем-то даже познакомиться, у вас может быть флирт, либо просто вот новое знакомство, новое общение здесь может быть в каких-то казенных домах, да. Что скажет колода Moonology для раков на январь 2024 года? Полная луна в Скорпионе. Угу. И южный узел. Ну, во-первых, по южному узлу, конечно, это какая-то ваша опора, да. Южный узел – это то, что у вас уже заложено и на что вы можете опираться для того, чтобы идти к своей цели. Но иногда мы слишком держимся за какую-то базу, да, за стабильность. И здесь, конечно, такой совет от карты, чтобы вам отпустить несколько какие-то уже свою зону комфорта, да, что-то такое, что вы уже хорошо проработали, хорошо знаете, и, возможно, все еще как бы вот в этой системе находитесь. Но это как один вариант. Другой вариант, конечно, северный узел, южный узел все равно до конца мы не можем отпустить наше прошлое, какие-то там другие знания, да, и полностью погрузиться в сторону северного узла, как, в общем-то, предсказывают астрологические знания. Поэтому с опорой на прошлое вы все равно идете в будущее, и все так люди делают. Поэтому единственное, что здесь может быть что-то, что еще удерживает вас и не дает вам сделать уверенный шаг вперед. И вот опять же об этом же говорит карта Скорпиона, что время убрать что-то негативное из своей жизни. Поэтому, может быть, действительно есть какие-то люди, которые приносят вам негативные эмоции, либо какие-то ситуации до сих пор нерешенные, которые вы оставляли на потом, либо не хотели решать, то вот сейчас энергии Козерога и Водолея, да, в январе у вас есть время. Тут так и написано, что время отказаться от негативного. А Скорпион – это Плутон, и это четкое отсечение всего негатива, который может вам не нравиться. Вы станете смелее по Скорпиону. Скорпион ничего никогда не боится. Поэтому, раки, вот такой интересный расклад для вас на январь. Вы были на канале Красота Таро. И до встречи на моих новых видео. Всем удачи, счастья. Всем пока!